Всем здравствуйте! Приглашаю вас связать вместе со мной тапочки-котики. Этот вариант вязания тапочек без шва. Ссылку на видео вязания первым способом найдете в описании под видео. Кстати, там вся информация, которая может вас заинтересовать. Пряжа, размер, вес изделия. Вязала я такой пряжей, спицами номер 3,5 и крючком номер 2,5. Эти милые котики обязательно понравятся всем, кому вы их подарите. Итак, приступим. Набираем 42 петли. Итак, набрали 42 петли. Приступаем к вязанию. Все ряды вяжем лицевыми петлями. В первом ряду первую петлю провяжем. В следующих рядах кромочную петлю будем снимать. В следующем ряду кромочную снимаем и продолжаем вязать лицевыми петлями. Провязали 8 рядов. По кромочной можем посчитать их 4. 1, 2, 3, 4. В следующем ряду вяжем 18 петель. Теперь закрываем средние 6 петель. 2 петли вместе. Получившуюся петлю возвращаем на спицу. Закрыли одну петлю, вторую, третью, четвертую, пятую, шестую. И вяжем ряд до конца. С двух сторон от центра на спице по 18 петель. Теперь берем нашу кошачью мордочку и вводим ее в работу. Сейчас провяжем 18 петель. По краю мордочки наберем петли и провяжем оставшиеся 18 петель. Провязали 18 петель. И с помощью крючка будем набирать петли по краю головы котика. Крючок, ушко, подхватываем нить, вытягиваем петлю и надеваем ее на спицу. Подтягиваем. Следующую. Вот у меня конец наборной нити. Провязали 18 петель. Вот закрытые петли.
и набираем по краю мордочки. Вот здесь остается дырочка. Вот так. Середина мордочки, чтобы было удобнее работать, вытяните петлю и продолжайте набирать. Закончили набирать петли по мордочке. Вот так сейчас выглядит работа. И в этом ряду осталось довязать 18 петель. По краю мордочки я набрала 40 петель, здесь 18 и здесь 18, и всего у нас 76 петель. Продолжаем вязать в каждом ряду лицевые петли, туда, обратно. Петли, которые набирали по краю головы, провязываете так, чтобы они не перекручивались. Тогда будет аккуратно. Закончили вязать прямыми рядами. Связали 12 рядов. Нить обрезаем. И для того, чтобы продолжить работу, перенесем петли с одной спицы на другую. Это лицевая сторона работы. Просто переносим петли, не провязывая, с одной спицы на другую. Перенесли на спицу 33 петли. Приступаем к вязанию подошвы. Подошву будем вязать на 10 средних петлях. Вводим в работу нить, вяжем средние 9 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10-ю петлю подошвы провязываем вместе с соседней петлей, изнаночной петлей по лицевой стороне работы. 2 вместе, изнаночной петлей. Подтянули петлю, разворачиваем вязание. Снова вяжем 9 петель, кромочную снимаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10-ю петлю подошвы провязываем вместе со следующей петлей, лицевой петлей
по изнаночной стороне работы. Снимаем петлю, следующую петлю провязываем лицевой и провязываем ее через снятую. Разворачиваем вязание, снимаем кромочную, вяжем 9 петель, десятую петлю подошвы провязываем вместе со следующей петлей, изнаночной петлей по лицевой стороне работы. 2 вместе, изнаночной петлей. Разворачиваем вязание, вяжем 9 петель, десятую петлю подошвы вяжем вместе с соседней петлей, лицевой петлей по изнаночной стороне работы. Снимаем первую петлю, следующую провязываем лицевой и протягиваем ее через снятую. Продолжаем так вязать, убавляя петли с боковых спиц. При вязании подошвы внутри получаются вот такие дорожки. И так с лицевой стороны. Сейчас с двух сторон от подошвы осталось по 5 петель. 5, 5. Середину подошвы отметим маркером. С каждой стороны от маркера по 5 петель. Теперь в лицевых рядах будем делать убавления, провязывая 2 петли вместе лицевой до маркера и 2 петли вместе лицевой петлей после маркера. Свяжем вместе, чтобы у вас не оставалось вопросов. Вяжем 3 петли, 2 петли до маркера, провязываем вместе лицевой петлей. Подтягиваем петлю, маркер переносим, 2 петли после маркера провязываем вместе лицевой петлей. Провязываем 2 петли, последнюю петлю подошвы провязываем вместе с соседней петлей, изнаночной петлей по лицевой стороне работы, как делали до сих пор. Разворачиваем вязание. В этом ряду убавления не делаем. Провязываем петли пятки, последнюю петлю подошвы провязываем вместе с соседней петлей, лицевой петлей по изнаночной стороне работы. В следующем ряду делаем убавление, вяжем 2 петли, 2 петли до маркера провязываем вместе, переносим маркер, 2 петли после маркера провязываем вместе. Последнюю петлю подошвы провязываем вместе с соседней петлей, изнаночной петлей. В изнаночном ряду провязываем петли, последняя петля подошвы. В этом ряду делаем убавление, 1 петля, 2 петли до маркера провязываем вместе, 2 петли после маркера провязываем вместе, последняя петля подошвы.
На подошве осталось 4 петли. Убираем маркер. 2 петли вместе провязываем. И последнюю петлю подошвы изнаночной петлей все. Дальше средние петли просто провязываем. Сейчас осталось 3 петли на подошве. Еще один раз. Вот так у нас получился такой клинышек. Мы закончили вязать подошву и сейчас закончим вязать задник. Провязываем 2 петли. Вводим спицу под кромочную петлю и провязываем эти петли вместе изнаночной петлей по лицевой стороне работы, как делали до сих пор. Вяжем 2 петли. Вводим спицу под кромочную петлю на себя, провязываем ее лицевой петлей и протягиваем через петлю на спице. Еще один раз. 2 петли. От себя и провязываем 2 петли вместе изнаночной петлей. Теперь спицу на себя провязываем лицевой петлей и протягиваем через петлю на спице. Вяжем так до тех пор, пока закончатся петли на заднике. На спице осталось 3 петли, провязываем их вместе изнаночной петлей. Обрезаем нить. Аккуратно закончим. Крючок на себя. Подхватываем нить, вводим ее на изнаночную сторону. В последнюю петлю, откуда выходила нить, вводим крючок, подхватываем нить, вводим на изнаночную сторону. Так, аккуратно закончили. Осталось спрятать все наши концы нитей в самом изделии. Здесь удобно прятать нить в этих косичках. Начинается вязание с носика. Для начала работы делаем скользящую петлю, короткий конец нити кладем на пальцы, обвиваем их, нить перехватываем и начинаем вязать. Крючок в кольцо, подхватываем нить, вытягиваем петлю, вяжем 3 воздушные петли. Дальше вяжем 2 столбика с одним накидом. Делаем накид, вводим крючок в кольцо, подхватываем нить, вытягиваем ее, делаем накид, протягиваем через 2 петли, накид, через 2 петли и еще один столбик.
Чтобы были аккуратные переходы между цветами, этот столбик я не довязываю пока, обрезаю нить. Продолжаем вязать нитью белого цвета. Заканчиваем этот столбик, делаем накид и протягиваем через 2 петли. Дальше вяжем 2 воздушные петли, 1, 2 и 3 столбика с одним накидом в кольцо. Один, 2, 3 столбика. Две воздушные петли, 3 столбика, две воздушные петли и снова 3 столбика. Две воздушные петли и замыкаем ряд. За конец нити тянем, стягиваем серединку. Делаем соединительный столбик. Вот вершина 3-го столбика, вершина 2-го столбика, и в соседнюю петлю провязываем соединительный столбик. Вот такой квадратик получился. Теперь соединительными столбиками продвигаемся вот в эту арку из 2 петель. За заднюю стеночку кольца будем провязывать соединительный столбик. 1, 2 и вот в эту арочку 3. Вяжем 3 воздушные петли подъема, 2 столбика с одним накидом, две воздушные петли, 1, 2 и в эту же арку снова 3 столбика с одним накидом, 1, 2, 3. То есть в каждый уголочек сюда, сюда, сюда и сюда вяжем вот как уже связали: 3 столбика, 2 воздушные петли, 3 столбика. Свяжем еще один уголок вместе. Три столбика, 2 воздушные петли и сюда же 3 столбика. То же самое надо теперь сделать здесь и здесь. Закончили ряд, соединяем его соединительным столбиком. Разворачиваем вязание в эту арочку, крючок, подхватили нить и вяжем 3 воздушные петли. 1, 2, 3 и 2 столбика. 1 и 2. Белым цветом вязать закончили, обрезаем нить и переходим к вязанию серым цветом.
Вот что сейчас у нас в работе. Подвязываем нить в этом уголочке. Вяжем 3 воздушные петли. Сюда вяжем 3 столбика с одним накидом. В этом уголочке вяжем 3 столбика. Две воздушные петли и снова 3 столбика. Здесь провязываем соединительные столбики, чтобы продвинуться в эту сторону. За заднюю стеночку петли крючок и соединительными столбиками продвигаемся. В этот уголочек вяжем 3 столбика. Две воздушные петли. Сюда же 3 столбика. Три столбика сюда. Три воздушные петли и соединительный столбик в этот уголок. Разворачиваем вязание. Вяжем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Сюда вяжем 3 столбика. В уголочке вяжем так же, как и вязали, 3 столбика. И сюда же 3 столбика. Сюда 3 столбика. Три столбика. Это уголок, значит, сюда вяжем 3 столбика. Две воздушные петли и 3 столбика сюда же.
3 столбика. И здесь 3 столбика без накида. 1, 2, 3. И замыкаем ряд. Обрезаем нить. Вязать головку котика закончили. Сейчас делаем ушки. В уголочек подвязываем нить. Вяжем 2 воздушные петли подъема. 1, 2. И вяжем 2 столбика. В итоге это 3 столбика должны быть с одним накидом и с общей вершиной. Делаем накид, вытягиваем петлю, провязываем 2 петли, не довязываем этот столбик и снова накид, вытягиваем петлю, делаем накид, провязываем 2 петли. И вот когда у нас 3 петли на крючке, делаем накид и провязываем их вместе. Провязываем одну воздушную петлю. И вот сюда вяжем 3 столбика с одним накидом и общей вершинкой, как и здесь. 1, 2, 3. Делаем накид и через все петли протягиваем. Разворачиваем вязание. Сейчас у нас будет здесь столбик, здесь 3 столбика в серединке, и все они будут с одной общей вершиной. 2 воздушные петли подъема, 3 столбика в серединке, 1 столбик вот здесь в вершине предыдущего ряда. Делаем накид и провязываем 5 петель на крючке. Обрезаем нить. Одно ушко у нас готово. Аналогично вяжем второе ушко. В этом месте подвязываем нить. Вяжем 2 воздушные петли. И 2 столбика. Первый, второй. И теперь все столбики вместе. 1 воздушная петля и в уголочек 3 столбика с одним накидом и общей вершиной. Разворачиваем вязание. 2 воздушные петли, в середину 3 столбика, 1, 2, 3 и 1 столбик в вершину предыдущего ряда. И теперь 5 петель провязываем вместе. Вот такая красота получается. Подтянем середину, и вот эта нить, за которую мы тянули, вытянем ее на лицевую сторону, протянем ее вот сюда
Снова вытянем. Вот так. И уведем ее в середину. Вот такая милая мордочка. Сейчас надо спрятать все концы в работу и сделать глазки. Нить обрезаем и завязываем узелок. Теперь зрачок делаем. Глазик готов, второй делаем точно так же. Из этой пряжи моим номером спиц и моей плотностью вязания получился вот такой размер. Так как это вязание сильно тянется, то этот размер может быть на ножку на 2 размера больше. Если вы хотите тапочек связать поглубже, то прямых рядов свяжите большее количество. Высота тапочка вместе с подошвой 7,5 сантиметров. Эта часть 2,5 сантиметра. Но замеры эти примерные, потому что все тянется. Я померила вам в спокойном состоянии. Если нужен размер больше, в самом начале наберите больше петель. Ну и соответственно, если размер нужен меньше, наберите петель меньше. Если нужно связать тапочек на ножку более плотную, то можно вязать подошву не на 10 петлях, а больше. На сегодня наша работа закончена. Надеюсь, у вас все получилось и вам понравилось. Всего вам доброго, до новых встреч!